Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канала ТПА и не только. Представляем вам свой перевод на русский язык ролика с канала Protolabs. Спасибо каналу Protolabs за отличное видео. Всем привет! Спасибо, что присоединились к нашему циклу роликов проектирования для литья под давлением. Меня зовут Константин. И в каждом эпизоде этой серии я буду рассматривать различные конструктивные особенности, встречающиеся при создании деталей для литья под давлением. Сегодня поговорим о поднутрениях, что это такое и как с ними бороться. Я перейду во Fusion 360 и оптимизирую деталь с поднутрением для литья под давлением. Итак, что такое поднутрение? Поднутрение — это элемент, который может усложнить процесс извлечения деталей из формы. То есть это любая неровность в направлении выталкивания изделия. На 3D-принтере мы напечатали два примера деталей с поднутрением и без него. В этом случае видно, что при извлечении детали из формы она просто выходит из нее без каких-либо проблем. Однако в случае детали с поднутрением она не может быть извлечена, потому что этот материал мешает ей, когда приходит время извлечения. Существует 4 основных способа, чтобы избежать поднутрения при проектировании деталей для литья под давлением. Использование неподвижных знаков, перемещение линий разъема, работа на срыв при извлечении изделия и использование подвижных знаков, слайдеры, шиберы. Начнем с неподвижных знаков. Неподвижные знаки — это полезный прием для устранения поднутрений на внутренних или боковых участках деталей, для создания защелок, отверстий или ручек. Неподвижный знак — это металлический фрагмент, выступающий со стороны пуансона пресс-формы, для получения рельефа без бокового воздействия. Он формирует нижнюю часть выступов или крючков. По сути, материал удаляется в области под поднутрением, что полностью устраняет проблему. Далее мы поговорим о перемещении линии разъема. Самый простой способ борьбы с поднутрением — переместить линию разъема пресс-формы так, чтобы она пересеклась с элементами детали. Это решение подходит для многих конструкций с поднутрениями на внешней поверхности. Но не забудьте соответствующим образом отрегулировать углы литейного уклона. Теперь мы поговорим о выталкивании поднутрений или работе на срыв. Съем изделия на срыв можно задействовать, когда само изделие достаточно гибкое, чтобы деформироваться над формообразующей во время выталкивания. Этот способ можно использовать только при следующих условиях. Поднутрение на изделии должно располагаться на удалении от твердых элементов, таких как углы и ребра. Поднутрение должно иметь угол подъема от 30 до 45 градусов. Литьевая деталь должна иметь свободное пространство и быть достаточно гибкой для дальнейшего расширения и деформации. Конечно, и сам пластик должен быть подходящим. Лучше избегать этот метод в деталях из пластика, армированного стекловолокном. А вот более мягкие пластмассы хорошо подходят. И, наконец, мы поговорим о подвижных боковых знаках, которые используются, когда поднутрение избежать не удается при проектировании изделия. Подвижные боковые знаки или слайдеры — это металлические элементы, которые входят в форму в момент ее закрытия и выдвигаются перед ее открытием. Также бывают другие схемы их работы. Следует помнить, что эти механизмы увеличивают сложность и стоимость формы. При проектировании подвижных знаков учитывайте следующее. Для перемещения знаков внутри формы должно быть достаточно свободного пространства. Это означает, что поднутрение должно находиться на другой стороне детали. Подвижные знаки должны перемещаться перпендикулярно. Теперь давайте перейдем во Fusion 360 и займемся переделкой. Итак, у нас есть конструкция для литья под давлением, которая имеет функцию защелкивания и содержит поднутрение. Показано здесь. Как правило, для реализации этой функции используют дорогостоящие подвижные знаки. Однако, чтобы избежать подобных затратных сложностей, мы просто можем создать доступ для неподвижного знака прямо под выступом. Для этого нам нужно сделать вырез, набросав эскиз на нижней поверхности детали. Воспользуемся проекцией края нижней поверхности. Эта проекция поможет нам определить середину для нашего выреза, взяв ребро в качестве ориентира. Затем мы растягиваем ее дальше, в центр нашего будущего отверстия. Теперь, когда у нас есть центральная точка, мы создаем прямоугольник. Для этой конструкции мы будем использовать отверстие размером 16 на 6 мм, убедившись, что край выступа находится в пределах отверстия. Теперь выбираем оба профиля и растягиваем их до нижней грани, делая вырез.
На этом этапе вы уже можете представить, как примерно будет выглядеть неподвижный знак. Последний шаг — добавление углов литейного уклона к отверстию. Для этого сначала выбираем направление вытягивания, которым может быть любая горизонтальная поверхность. Затем выделяем грани, которые мы только что создали с помощью команды растяжения. Как видите, угол уже составляет 1,5 градуса, что нам подходит. Но направление конусности обратное, так что давайте его поменяем. Так гораздо лучше. Готово. Более изящное решение для поднутрений. Это все, что мы хотели сказать о проектировании поднутрений. Спасибо за ваше время и внимание. Если это видео было для вас полезным, пожалуйста, ставьте лайк и обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.